Приветствую вас на канале GetSkills. Сегодня мы рассмотрим настройки межсетевого экрана Kerio Control от компании Kerio Technologies. Немного предисловия по данному продукту. Программный продукт Kerio Control обеспечивает защиту от угроз на основе межсетевого экрана. Выполняет функции маршрутизатора со встроенной системой IPS, также имеет встроенный антивирус, позволяет осуществлять контроль доступа и управление трафиком. По сути, данный продукт выполняет роль шлюза со встроенным межсетевым экраном и средством безопасности локальной сети. Итак, мы переходим к рассмотрению настроек программного продукта Kerio Control на базе действующего сервера для тестовой сети. После входа в веб-интерфейс мы сразу попадаем в панель мониторинга. И первым мы рассмотрим смену языка веб-интерфейса. Для этого в правом верхнем углу выбираем выпадающее меню с надписью «Админ». Выбираем «Изменить язык», к примеру, русский. Веб-интерфейс перезагружается, язык сменился. Я вернусь на английский язык для моего удобства. Также в этой вкладке вы можете выбрать единицу измерения скорости в байт в секунду или в бит в секунду. Скорость привычнее смотреть в бит в секунду. Внизу вы можете выбрать помощника конфигурирования. В этом меню нас интересует создание резервной копии конфигурации настроек. Это экспорт конфигурации. А также восстановление конфигурации из резервного файла настроек. Это импорт конфигурации. Функция «Добавить плитку» позволяет добавлять в панель мониторинга информацию о состоянии служб. К примеру, информация о VPN. Переходим во вкладку «Интерфейсы». Здесь мы можем выбрать несколько режимов подключения к интернету. Один канал связи с интернетом. Это режим, если у вас всего одно подключение к интернету. Несколько каналов связи с интернетом с режимом резервирования. В этом режиме у вас должно быть два подключения к интернету, например, через разных провайдеров. В случае проблем с основным провайдером система переключится на запасного провайдера. Несколько каналов связи с интернетом с режимом балансировки. Данный режим позволяет работать одновременно с двумя провайдерами и производить балансировку нагрузки трафика. Интернет-интерфейсы. Здесь вы назначаете сетевой адаптер, подключенный к интернету. Их может быть два, если у вас режим несколько каналов связи с интернетом. Также можно выбрать один из режимов подключения к провайдеру, например, внешний статический IP-адрес, выданный провайдером, или через подключение PPOE. В моем случае используется PPOE, где провайдер предоставляет логин и пароль подключения. После подключения присваиваются внутренние IP-адреса провайдера. Доверенные локальные интерфейсы. Здесь вы назначаете сетевой адаптер, подключенный к вашей внутренней локальной сети. Количество локальных интерфейсов будет зависеть от количества сетевых адаптеров вашего сервера и необходимости вашей локальной сети. Локальному интерфейсу вы назначаете IP-адрес из внутренней сети, так как Kerio Control будет выступать в роли интернет-шлюза. Также здесь на одном из сетевом адаптере можно создавать несколько виртуальных интерфейсов. То есть на вашем физическом сетевом адаптере можно создать несколько виртуальных сетевых адаптеров с разными VLAN ID для тегированного трафика. Например, виртуальный адаптер на 100 мегабит с VLAN ID 20. Я не буду сохранять, чтобы не нарушить свою тестовую сеть. При сохранении у вас появится виртуальный адаптер в других интерфейсах. Вам необходимо будет перенести мышкой в доверенные локальные интерфейсы. Интерфейсы IPsec и Kerio VPN. Здесь вы можете создавать свой VPN-сервер с использованием протокола IPsec или собственного протокола Kerio Control. При использовании протокола от Kerio Control вы сможете подключаться к VPN только через клиентскую программу от Kerio. К сожалению, программы на мобильное устройство на данный момент нету. IPsec работает отлично на любых устройствах. Также здесь вы можете создавать VPN-туннель между двумя или несколькими серверами Kerio Control. Нажимаете «Добавить» и выбираете VPN-туннель. Выбираете тип Kerio VPN и указываете название туннеля, например, «Тест». Активное подключение к удаленной точке. Здесь вы задаете IP-адрес вашего второго сервера, с которым вы планируете создать туннель. Получается, ваш сервер выступает в роли клиент-сервера. Сертификат SSL для удаленной точки нужно скопировать со второго сервера Kerio и вставить, после чего нажать ОК, и ваш туннель будет создан. Вот пример действующего туннеля моей сети. Если вы хотите, чтобы ваш сервер Kerio выступал в роли основного сервера, к которому будет подключаться клиент-сервер, вам необходимо выбрать пассивное подключение к удаленной
конечной точки обменяться сертификатами SSL, а на клиент-сервере выполнить активное подключение к удаленной конечной точке. Переходим во вкладку «Правила трафика». Во вкладке «Правила трафика» вы можете добавлять правила для межсетевого экрана. Для примера разберем одно из моих правил. К примеру, правило uTorrent. Правило uTorrent блокирует пользователям Павел Соли доступ к службам Идонки, Коза, Teredo, UPnP. Если вам нужно добавить свою службу с определенными портами, вам необходимо перейти во вкладку «Службы». Нажимаете «Добавить службу», в имя указываете название вашей службы, у меня, например, будет uTorrent. В описании указываете, для чего эта служба, выбираете тип протокола и назначаете порт источника и порт назначения. Нажимаете «Применить». Следующая вкладка «Предотвращение вторжения». Это встроенная система IPS Carrier Control. Данная система работает автоматически. Carrier Control обновляет списки вредоносных ресурсов с серверов Carrier. В случае открытия вредоносного ресурса в браузере клиента выходит сообщение об опасности с данного ресурса. Переходим во вкладку «Параметры безопасности». Параметры безопасности позволяют создать фильтрацию подключенных устройств к вашему серверу Carrier Control по MAC-адресам или наоборот, заблокировать определенные MAC-адреса. Вкладка «Управление полосой пропускания» или сокращенно COS позволяет создавать правила разграничения полосы пропускания интернет для определенных протоколов, пользователей или группы пользователей. Достаточно удобное решение для выделения пропускной полосы. Давайте рассмотрим правило TV. Здесь выбран тип трафика мультимедиа. Зарезервировано на загрузку 100 мегабит и на выгрузку 50 мегабит. И применена политика ко всем интерфейсам. У меня данное правило используется для обеспечения полосы пропускания потокового видеовещания IP-телевидения. А вот правило Peer-to-Peer выполняет функцию ограничения полосы пропускания для трафика протоколов пиринговых сетей. Стоит отметить, для корректной работы COS необходимо задать параметры полосы пропускания для связи с интернетом. Это общая скорость интернет-соединения, предоставляемым вашим провайдером. У меня задана предоставляемая скорость провайдера 200 мегабит. Переходим во вкладку «Фильтрация содержимого». Вкладка «Фильтрация содержимого» отвечает за фильтрацию трафика и определение доступа клиентов к тематическим ресурсам интернета. Здесь вы можете заблокировать нежелательный доступ к ресурсам. Набор правил Carrier Control Web Filter позволяет легко и быстро запретить или разрешить доступ к тематическим ресурсам. Например, создадим правила трафика для детей. Нажимаем «Добавить», указываем в название правила «Дети», дальше создаем правила содержимого, выбираем приложение и веб-категория, выделяем из списка необходимые правила, в источнике выбираем группу Children. У меня данная группа – это компьютеры или смартфоны детей. В действии задаем «Удалить данный трафик» и не забываем нажать «Применить», чтобы сохранить правила. Внутренняя вкладка «Фильтрация HTTPS» содержит функцию дешифровка HTTPS, которая позволяет зашифрованный трафик анализировать и проводить мониторинг. К сожалению, данная функция работает не всегда корректно. Использовать данную функцию нужно с осторожностью. Следующая вкладка «Прокси-сервер» отвечает за заворачивание трафика от пользователей через Carrier Control с возможностью контроля и мониторинга. Для этого включите непрозрачный прокси-сервер и установите порт, по которому будет ходить трафик. Обычно для прокси-серверов используют порты 3128 или 8080. Я решил использовать нестандартный порт. Теперь переходим во вкладку «Антивирус». Carrier Control имеет встроенный антивирус, который автоматически обновляется и позволяет проверять трафик на вредоносы по такому же принципу, как и система IPS. В принципе, по умолчанию здесь все работает нормально. На этом первая часть видео подошла к концу. Остальное мы рассмотрим в следующей части видео. Спасибо за внимание.